Всем привет, это небольшой обзор глобального обновления Grand Crusade или Великий Крестовый Поход. Начнем по порядку, как это написано в Википедии, и прежде всего в апдейте увеличен Soft Cap со 105, фактически возможного в текущих хрониках уровня, до 110. Аукцион, который проводился вплоть до апдейта Helios 3 раза в неделю, понедельник, среда и пятница, был изменен, и теперь проводится 2 раза в неделю, вторник с 21 и в субботу с 17 часов. NPC-аукционер Рея стоит в Геране перед входом в Люкстор. Сейчас можно увидеть информацию о прошедшем аукционе, на котором разыгрывался талисман позолоченного дерева. Лот следующего аукциона можно увидеть за сутки до начала, а не сразу после окончания торгов. Обновим информацию о только что начавшемся аукционе. Сегодняшний лот слиток тени. Увеличу ставку, чтобы посмотреть, насколько изменился интерфейс оповещений. Спустя некоторое время ставку повысили, и мне пришло уведомление об этом в виде иконки над игровым меню. Следующий пункт – предметы. Добавлены новые ЛСы для зачарования эпической бижутерии. По всей видимости, уже существующие камни Арии будут иметь эффект Low Grade ЛСа. Стоимость одного камня – 100 рейдовых очков. Для добавления необходимо 5 эргемов, а для извлечения чуть меньше 7 миллионов. Помимо этого были добавлены новые браслеты, которые можно приобрести также за рейдовые очки. Вместо плюс 3 к одной из базовых характеристик, новые браслеты добавляют плюс 4, в остальном без перемен. Браслет можно обменять на старый браслет и 100 рейдовых очков. Скиллы и система способностей. Несмотря на поднятый левел кап, новых скиллов в обновлении не появилось. Можно отметить, что у всех магов скилл шип стихии теперь работает как автоатака. Сейчас аналогичным образом у Сайхи Громовержца работает скилл водяная атака. Всем уже привычную систему СП скиллов теперь правильнее называть системой способностей. По обновленной системе скиллы можно получить только с увеличением уровня, начиная с 85-го. 1 уровень, 1 скилл. Вместе с этим крылья у ника бронзовые, серебряные и золотые были удалены. Сами скиллы в ветках системы способностей тоже были переработаны. Для перехода на следующий уровень необходимо выучить не менее 5 скиллов на текущем. Из любопытного стоит отметить, что скиллы на ХП и деф остались только в ветке стражника. Ссылку на подробное описание в патчноутах оставлю под видео. Здесь надо сказать, для того чтобы сбросить все скиллы, на 99 уровне необходимо 500 миллионов СП. Новые земли охоты. Работа континента Грация в общем и базы Альянса Кицеруса в частности переработаны. Для старичков L2 можно привести пример те времена, когда возможность попасть в семя была только в определенной его стадии. Тех же, кто столь древние хроники не застал, ждет неприятное изменение. Удалены все телепорты на базу Альянса Кицеруса, такие как Нобл, Слуга Гермункуса, Рамун и корабль на причале воздушных кораблей. Теперь в конце каждой недели, пятница, суббота, воскресенье, с 21 до 23, ГК Глудио и Говорящего острова пропускают на базу Кицеруса игроков 95 и выше уровня для участия в глобальном квесте «Оборона Кицеруса». Мне поучаствовать в этом квесте не удалось, сейчас вы видите запись Данкала с сервера Боремон. Здесь игроки сражаются уже с Каином-предателем, от исхода этой битвы зависит успех выполнения квеста. В случае удачи через гейткиперов Глудио и деревни Говорящего острова можно будет попасть на базу Альянса Кицеруса и в различные семя, в том числе и новую инстанс-зону Цитадель Мессии. А при неудаче доступ на базу Кицеруса будет закрыт до следующей пятницы. В обновлении Grand Crusade появилось 2 инстанс-зоны, расположенных на материке Грация, это Цитадель Мессии. Доступ в инстанс-зону возможен для игроков 100 и выше уровня в ЦЦ от 3 до 5 групп. Мне попасть в Цитадель, к сожалению, не удалось, однако я нашел 2 небольших видео от лица корейского игрока под ником Принц о рейбоссах в Цитадели. Качество видео оставляет желать лучшего, однако общее представление получить можно. На первой записи игроки проходят внутреннюю часть Цитадели, куда могут попасть персонажи 102 и выше уровня. Они сражаются с РБ Айсберг и его небольшой охраной. Судя по корейской вики, дропа с этого РБ нет,
Айсберг защищает путь к следующему РБ Камилле. Во втором видео можно увидеть фарм последнего РБ во внутренней цитадели Камилла. Рейд-босс находится на самой верхней башне цитадели. В дроп-листе Камиллы есть цельное оружие Хелиоса и броня Айдиоса. Кроме того, СА с 3 по 7 уровень, благие свитки энчанта, рецепты на крафт Хелиоса и Айдиоса, легендарные краски 5 уровня и трактаты об алхимии. Одним словом, почти все то, что есть в каждом рейд-боссе в экстремальной версии. Немного о системе могущества, она же система фракций. Для игроков Роофа система могущества еще нова, поэтому для сравнения приведу ближайшие хроники Хелиос. В окне системы фракций теперь можно увидеть квесты на рейтинг или уровень доверия, информацию о бонусах фракции и квестах NPC на различных уровнях рейтинга. Найти нужную фракцию стало чуть проще, у каждой появилась крупная эмблема. Помимо этого добавлена новая фракция «Охотники» и квесты на увеличение уровня лояльности с этой фракцией. Напомню, что к системе фракций можно присоединиться, начиная с 99 уровня. Следующая новинка в обновлении Grand Crusade – это книга монстров. Ее можно открыть через главное меню. В книге собраны все монстры, так или иначе связанные с системой могущества. Для активации карточки монстра необходимо его убить, однако полная информация будет доступна только после 99 уровня. В книге можно увидеть ХП и МП монстра, внешний вид, место его обитания и дроп-лист. У меня 5 мобов уже открыты, попробуем убить еще одного и открыть новую карточку. Здесь видно, что на месте пустой карточки стоит знак вопроса и какая-то информация о монстре совершенно неизвестна. После убийства моба он добавляется в книгу, но в запечатанном виде. Активируем карточку, получаем первую стадию охоты, 1 звездочка, и в качестве бонуса за увеличение стадии немного опыта и СП. Кроме того, каждое увеличение стадии охоты повышает лояльность к соответствующей фракции. И, наконец, карта игрового мира была тоже существенно переработана. При наведении курсора мыши на замок, крепость или холл клана можно посмотреть на владельца, время осады, информацию о налоге и так далее. А если навести курсор мыши на зону охоты, можно увидеть ее краткое описание. На карте обозначены рекомендуемые зоны охоты. Например, для зоны охоты «Запретные врата» мой персонаж слишком велик, а кладбище Короля Змей обозначено желтым флагом рекомендации. Помимо этого, на карте есть иконки зон могуществ и временных зон, расположенных как в открытой местности, так и в городах. Пожалуй, к радости многих игроков, теперь на карте можно следить за убийством рейдовых боссов. Информация о РБ появляется в режиме реального времени. Если рейдовый босс жив, то иконка загорается зеленым цветом, если нет, то переключается на серый. В меню карты остались только две вкладки «Местность» и «Рекомендации». Во вкладке «Местность» размещена информация о зонах охоты, крепостях, замках, клан-холлах, мест для прокачки и зоны могуществ. Раздел «Рекомендации» показывает рекомендуемые зоны охоты, рейдовых боссов и временные зоны в зависимости от уровня персонажа. Информация о временных зонах обновляется в режиме реального времени. Это, пожалуй, все, что удалось посмотреть в обновлении Grand Crusade. Если вам есть что добавить или у вас появились вопросы, оставляйте их в комментариях.